welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to you guys. Приветствую, дорогие зрители! Меня зовут Кристина, и я кочую по миру. В сегодняшнем выпуске я продолжу показывать вам Филиппины. Вот уже месяц мы путешествуем по разным островам этой страны, и вот мы прилетели в Себу. В этом выпуске я покажу вам наши путешествия и по острову Себу, и по соседнему Бахолу с Панглау. В самом городе Себу мы провели всего 2 дня. На первый взгляд город показался безликим и после Манилы неинтересным, поэтому мы взяли в аренду автомобиль, чтобы отправиться вглубь острова, ведь природа на Филиппинах куда интереснее городов. Кирюша, ты у нас загружаешь бережно наш чемоданчик. Ну, в общем, вот такая машинка. Что это у нас? Это у нас Toyota. Кирилл, у нее ручная, да, коробка передач? А, автомат все-таки? В объявлении было написано ручная, но вот все-таки автомат. Ну, нормальная машина с виду, старенькая, конечно. А? А, новая наоборот. А модель, наверное, старая, нет? Она просто, бюджетная, можно сказать. А, бюджетная. Ну все, ну простите, я не разбираюсь в машинах. Но так, да, неплохая, вообще вся затонированная. Едем без солнца. В общем, очень комфортно. Мы загрузили вещи в машину и отправились вглубь острова. Наш путь лежал в деревушку Ослоп. Навигатор показал, что в пути 3,5 часа. Но как же он заблуждался. Посмотрели, мне кажется, на все возможные филиппинские деревни, которые тут только есть. Здесь идет повсюду ремонт дороги. Кроме этого, дорога проходит сквозь деревни. Тут едут эти трициклы, тук-туки. Короче, скорость очень медленная. Мы едем, наверное, километров 40, максимум 50, да, Кирилл? Нет? Медленнее. А, еще медленнее. Средняя скорость километров 30, наверное, в час. Ой, жесть. Короче, да, мы очень медленно едем. И в итоге мы будем добираться нифига не 3,5 часа, гораздо дольше. Я думала, тут будут какие-нибудь пейзажи красивые, пальмы, море. Нет, все через деревни, все проходит через деревушки. Вот, это тоже классно, конечно, посмотреть, как люди живут. Все прикольно, но то, что долго ехать, не прикольно. Расстояние здесь, наверное, небольшое, можно было бы его преодолеть вообще прям очень быстро, но за счет того, что вот все через деревни, что тук-туки на дорогах, плюс их не обогнать, потому что повсюду ремонт дороги. Так что едем, приедем уже, наверное, после заката, не знаю. Доехали до нашего гестхауса в Ослобе, и он оказался лучше даже, чем я думала. Стоимость номера $20 в сутки. Завтрак отдельно, мы договорились на 100 филиппинских песо, что нам сделают рис и 3 яйца. Мы с собой купили огурцы, помидоры, овощи и фрукты. Собственно, здесь есть в деревне, вот буквально тут пару шагов, есть большой супермаркет, есть 7-Eleven. В общем, проблем никаких нет. Сейчас я вам номер покажу. Вот такой совершенно простой номер. Там, видите, душ, туалет, все очень даже приятно, прилично. Большая кровать. Все очень-очень чистенько, пахнет нормально стиркой, не плесенью. И вот посмотрите, у нас там вот такой дворик, сейчас я вам покажу. Вот такой. И там вечерами жарят барбекю за 350 песо, безлимитный шведский стол. Мы сейчас пойдем туда ужинать, прямо в нашем гестхаусе. И после того, как они в 9 все заканчивают, тут освобождается место под парковку, куда мы припаркуем наш автомобиль. Вот такой гест в Ослобе, $20 в сутки. Ну что, Кирилл, ты у нас тут жаришь шашлыки на майские праздники? Ага. Корейские шашлыки. У нас тут корейское барбекю. Курочку вот жарим. Рис, кимчи. Сейчас будем ужинать. Вот у нас вот такой миленький тут дворик. Все очень симпатично, чистенько, уютно. Там вот кухонька. Наступило утро, и сейчас мы с самого утра отправляемся плавать с акулами. Здесь на Ослобе такой прям постоянный регулярный спот, где подкармливают китовых акул, и с ними можно поплавать. И все едут именно сюда, чтобы поплавать с ними. Как я читала, многие встают специально в 5 утра, в 4 утра, чтобы занять место в очередь за билетами. Касса открывается в 6 утра, и все вот прям в 5:30 уже приезжают к кассе, чтобы купить туда билет. Но мало кто знает, что можно забронировать посещение
посещение этого места заранее через Facebook. Мы вчера написали им на Facebook, забронировали период с 9 до 10 утра. Нам сказали приехать за полчаса до этого времени, показать код, который нам присвоили, и нас пропустят. Я, безусловно, не знаю, как сейчас это будет по факту. Сейчас мы приедем, узнаем и посмотрим, удастся ли наша шалость. О, ага, нам сюда. Hello! Good morning! Мы приехали в назначенное место с нашей бронью. Нам сейчас поставят штампики, и мы действительно пойдем, представляете? Так что не надо приезжать в 5:30 утра, не надо стоять огромную очередь. Забронируйте заранее через Facebook, приедете без очереди, и будет вам счастье. А мы пошли плавать с акулами. Ссылку, где бронировать, я оставила у себя на канале в Telegram. Еще не совсем все. Нам сейчас нужно пройти инструкцию по безопасности. Нам выдали, представляете, на русском языке инструкцию, с которой нужно ознакомиться. Уже после этого пойдем плавать. Здесь есть камера хранения, где можно Good оставить morning, вещи. everyone. Welcome to Tanawan. Все, меня будет не слышно. I'll be giving you. Так. Blue ticket. Blue. Окей. Ну что, идем мы к лодке. Все очень сумбурно. Ничего не понятно. Hello, sir. Where do we go? Hello, sir. Go bagging we have bagging. Where? Yeah, just Окей. Окей. Дали мужика, мы за ним идем. Окей? Yeah, just wait for the... Окей, thank you, sir. Ну все, ждем нашу лодку. Кристина готова, мы готовы. Да. У нас нет штуки для снорклинга. Ничего не... А, кстати, здесь будут давать, насколько я читала, не штуку для снорклинга, а только маски. С именно, только глаза, которые Окей, открывают. надо спросить, кстати. На, подержи. Мне кажется, они дадут это на лодке. А вот лодка. Hello, sir. Кипиш здесь, конечно, вообще нереальный. Все прям так быстро, все очень сумбурно. Вообще здесь, по идее, есть камера хранения, но мы сумку оставили в машине, но вы можете воспользоваться камерой хранения. Вещи мы что-то не поняли, куда надо, где раздеваться и когда раздеваться, поэтому вещи у нас просто остались где-то валяться там у входа. Надеюсь, что они останутся там же, хотя кому они нам нужны. Все, нас зовут. Кирюша, я только неправильно вот эти штуки как-то сделала, точнее не сделала. Тебе нужно вот до сюда ее ткнуть. Чтобы вот отсюда они проходили. А ты снимаешь, кстати, меня? Да, я знаю. Ну, так, Ну, чтобы люди тоже знали, как это делать. я не умею надевать нормально спасательные Все правильно, все жилеты. правильно. Слушай, а вот эта штука болтается. Ничего нормально, страшного. Okay. Good morning, sir. So, is it? Can I place somewhere my key? Maybe I will... No. That won't work. Maybe them. I will just put here in the boat. Is it? Will be safe? Yeah. Okay. Drive you. Короче, мы не знали, куда деть ключ от машины, просто дали нашему лодочнику. Он тут шуточки шутит, что он его выкинет сейчас за борт. Надеюсь, что не выкинет. В итоге ключик будет у него просто в руке или в кармане на лодке. Hello. Good morning, hello. Philippines. Philippines. What is your name? Pet. Oh, nice to Nice meet to you. meet you. I'm Ink. We will see our... Yes, face there. for sure. Okay, sir. Они такие милые, ребята. Очень. Это самые лучшие ребята на Скажи земле это вообще. по-английски. They're so kind, they're so nice, they're so cute. I love Philippines so much. Sir, can you shout out our name? Yeah, for sure. Он хочет, Thank you, sir. чтобы вас спасти. Hello! Welcome to my vlog! Hello vlog! Welcome to you guys! It's Pet and Eki. Okay. Michael! And Michael here. Hello. Ну ладно, скоро мы будем плавать с whale-шарками. Маски надели. Гдусавый патруль на месте. Все, скоро поплывем с whale-шарками.
Снорклинг с китовыми акулами в списке того, что обязательно нужно сделать на Филиппинах. Китовые акулы, хоть и акулы, но для человека опасности не несут. Питаются эти рыбы в основном планктоном. На Филиппинах их подкармливают, и к человекам они привыкли. Размеры рыб впечатляющие. Китовая акула – самый крупный вид акул, и ее длина достигает до 15 метров. Лодочники отвезли нас немного от берега, все прыгнули в море, и самые смелые и наглые сделали классные кадры. Сыкливые, такие как мы, бультыхались у лодки и немного побаивались. Чего боялись? Лично я боялась течения. Когда мы там были, море штормило. Вода залила мне весь нос и рот, нахлебалась знатно. Когда отцеплялась от лодки, меня уносило течением. Вокруг толпа людей, весла, хаос. Не то чтобы прям сильно страшно, но было некомфортно. Но ощущения все равно потрясающие и память на всю жизнь. Акулу разглядела со всех углов на расстоянии вытянутой руки. Поплавали, длилось это все действие 30 минут, не знаю, слышно нас или нет. Я так жестко наглоталась соленой воды, просто вообще. Рот соленый, и меня уже подташнивает. Сегодня еще такие волны, так волнительно. Короче, меня укачало, будучи в воде. Мне вот просто, знаете, волной вот так вот в рот эту воду. И, короче, прям, да. И жилеты натирают, и вот это все. Ну, конечно, акулы супер кайфовые. А еще тут есть южно-китайские акулы, которых мы подсняли в большем количестве, чем китовых акул. Но мы вам покажем. Под музыку все красиво, мы южно-китайских акул вам покажем. Вот такой вот опыт. Однозначно стоит хотя бы раз в жизни попробовать. Особенно, если вы хороший пловец. Мы уже причаливаем. Дальше больше. Оставайтесь с нами. Поплавали мы с китовыми акулами. Сперва хотели заехать еще неподалеку, есть такой водопад, небольшой совершенно. А оказывается, он сейчас закрыт, потому что сейчас засуха очень сильная на Филиппинах, жара просто невероятная. На улице, наверное, плюс 35-40. Короче, очень жарко, водопад закрыт, весь иссушенный. И даже в нашем гестхаусе они берут воду с водопада, они нам рассказывали. И у них очень слабый сейчас из-за этого напор воды. В общем, водопад мы не посмотрели, но зато приехали посмотреть одну культурную достопримечательность, которая есть в городе, в деревушке Осло. Будучи на Филиппинах, я то и дело ловила настроение Латинской Америки. Хоть я там ни разу и не была. Но визуально представляю себе что-то подобное. Наверное, все дело в испанском влиянии, которое отразилось на архитектуре Филиппин. Церковь непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии была построена в XIX веке испанскими колониальными властями. Для строительства использовались коралловые камни и известняк, добытые в местных карьерах. Здание выполнено в стиле барокко с элементами испанской колониальной архитектуры. Массивные стены, большие окна и арки. Красивая церковь. Рядом с церковью находятся руины Куартеля, с испанского казарма, которая была предназначена для размещения испанских солдат, охранявших регион, но которая так и не была достроена. Жутко жарко, но посмотрите, какое здесь всегда небо. Здесь просто максимально синее небо, максимально синяя вода. Вода вообще каким-то нереальным цветом, вот просто какая-то она сказочная. Это реально как бассейн, вот сейчас точно как бассейн, Да. Просто капец. На следующий день мы отправились к местному водопаду Кавасан, чтобы заняться там каньонингом. Если вы так же, как и я, не знаете, что такое каньонинг, то это экстремальный вид развлечения либо спорта, когда каньоны преодолевают без помощи плавающих средств. Лазанье, скалолазанье, прыжки в воду, плавание. Поучаствовать в этом мероприятии можно неподалеку от водопада Кавасан. Не обязательно ехать за этим в Осло. Ближе будет из деревни Маалбоал. Но раз уж мы оказались в Ослобе, и это тихая деревня
деревушка нам очень понравилась, мы решили уже отсюда не уезжать, а просто съездить до Кавасана. Тем более, что владельцы гестхауса, в котором мы остановились, порекомендовали компанию, которая организовывает эти маршруты. Мы доехали до места и уже даже принарядились. Thank you. See you. Итак, мы на нас надели спасательные жилеты, надели каски, выдали нам тапочки. Сейчас нас сфоткают, и мы отправляемся. От этой локации, куда мы сейчас приехали и где прошли уже инструктаж, можно отправиться двумя путями. Можно прокатиться за 600 песо вот на таком зиплайне. 10 минут. Но я зассала, а Кирилл зажал денег. Мы идеальная команда. Мы идеальная команда. У нас вывод один, а причины разные. Вот. Поэтому мы будем идти пешком. Я, вся чешусь. Сегодня с самого утра мы с Кириллом проснулись, и все очень сильно покусаны. Непонятно кем. То ли нас покусал вчера планктон очень сильно, то ли у нас в Гесте эти, клопы. Вся в мелкой сыпи. Если кому интересно, конечно. И Кирилл тоже. Ну и все, мы отправляемся пешком. Bye-bye. Кирилл спрашивает, может быть, мы погоним на байке? Да вот дорога хорошая. Да, над нами посмеялись. Это Уилтон. Это были люди, у которых есть деньги. А мы идем. Вроде бы идти 30 минут, но мы, конечно, посмотрим. Может и меньше. Как я поняла, вариантов прохождения несколько. Полный тур и половинчатый. Есть групповые и частные туры. Мы взяли частный тур, на нас двоих было 2 сопровождающих, с которыми мы и прошли полный маршрут. Нам повезло с компанией-организаторами и попались классные инструктора. Ребята помогали на протяжении всего маршрута. Взяли наши телефоны и весь путь отлично нас фоткали и снимали на камеру. Заплатили мы за это 4200 филиппинских песо. Это около $73 на двоих. Обед включен в стоимость, но был он, мягко говоря, не очень, в отличие от самого мероприятия. Мы дошли наконец-то до waterfall. Начала, да, и сейчас начинается самое страшное. Вот наши пацаны, они вообще waterproof и все такое. Мы погнали. Смотрите, как красиво. Да, просто так. Окей. Careful. This one is slippery. Окей. Первые 2 метра прошли нормально. Но уже не просто. Это капец. Это будет сложнее, чем я думал вообще. Oh no. Okay. Okay. Here. And don't make it far. Okay. Just Like here. only here. Okay. Here. Yeah. Don't make it far. Jump. Okay. Stay here. Короче, надо прыгать. Okay. Okay. Here. Here. Yeah. Okay. 3, 2, 1. Нормально. Нормально. Жива? Да. Кажется, тут страшно, пиздец. Наши пацаны. Ты нырнешь, все нормально. Ready? It's okay. Вот так вот, и все. Okay, Всё вот ready? хорошо. 1, Всё вот нормально, давай. Здесь вот такие вот пробки. Кристинченко. Я боюсь. Но она прыгнет первая, если что, боится. Я послушаю. Но там даже дети прыгают, офигеть. Ой, Okay. Wait, let them go first. окей, of course. Don't make it far. Just only here. Окей. Okay.
you're waiting? Yeah. Okay. 3, 2, 1. Зажми нос! Нос! О, молодец! Молодчина! Лучше прыгать сразу же, не думать, Да, не ты что тормознула, это пиздец было. Я сначала испугалась. Ну ладно, мы уже в секретной лагуне были, мы знаем, как это работает. Блин, ну это вообще стрёмно, Ну, конечно. ничего стрёмного, клево. Но клёво это одновременно клёво и стрёмно. Дай-ка я тебя чуть поснимаю. Да, ты уже этим занимаешься. Вау, там вообще круто, снимай ты теперь. Да господи, с нами какие-то волки и собаки. Это просто... Сюда. Налево. Вау. Сейчас у нас пешая прогулка. Идем по джунглям. Контента мы, короче, наснимаем. Тут 30 гигов уже наснимали, но и тропинка где-то, наверное, половину в лучшем случае прошли. Это очень круто. Так, что-то здесь надвигается нехорошее. Ну как нехорошее? Ой, там Слышите, судя- как орут? Ой, да, там такие... Ёшки-макарёшки, я вижу, они с дерева, походу, прыгают. Не, я не буду. Не, ну с дерева как будто вообще не очень. Ну там 10 метров, вы прикиньте. 3,5 этажа. Надо прыгать. Я не буду. Но я подумаю. 2, 1. И мы идем, знаете куда? Я не знаю, видели ли вы еще или нет. Холодно. Ладно, давай. Раз, два, три. Но главное под воду не попасть, она тяжелая. Я нормально. Когда я держусь за стенку, я в порядке. Stop here. Stop. Wait. Ready? 3, 2, 1. Hey, ready? 3, 2, 1. Wow. Thank you, Jeremy. You're welcome. The coolest Filipino ever. Thank you. Я нырнула, значит, и он меня подолбил немного, и я подумала, на этом все кончилось, и разжала нос, а он продолжал меня долбить. Капец. И я Ну там... ты наивная, конечно. Капец, я так испугалась, я потом снова зажала и думала, сейчас это никогда не закончится, и я утону. Испугалась, но выплыла. После такого приключения нас накормили обедом, и впереди предстояло еще немного пройти легкую и недлинную тропу до самого водопада Кавасан. Кстати, после всего того, что с нами было за эти часы, сам водопад меня не впечатлил. Эмоции же от проделанного маршрута незабываемые. Мне понравилось даже больше, чем акулы. Да и вообще, это было лучшее мероприятие на Филиппинах. Кирилл вообще сказал, что это лучшее, что с ним происходило в жизни, а мы немало всего повидали. Будете на Филиппинах, и если люди
любите активное времяпрепровождение, то я однозначно рекомендую каньонинг. Нас же на следующий день ждал отъезд из Ослаба и новый остров, расположенный неподалеку. Но сперва нужно было вернуться в город Себу и сдать арендованный автомобиль, после чего мы отправились в порт Себу. Сейчас мы находимся в порту Себу, чтобы отправиться на другой остров. Сейчас мы едем на остров Бахоль, а проводить время мы остановимся на Панглау. Но исследовать будем и Панглау, и Бахоль. Пирс здесь, конечно, очень большой, выглядит как какой-то аэропорт. В принципе, суета здесь такая же, как в аэропорте. Здесь также есть стойки регистрации. Вы сначала, как и в аэропорту, проходите досмотр, осмотр, пересмотр. Потом вы идете регистрироваться. Зарегистрировались и приходите в зал ожидания. И там вы уже ожидаете свой рейс. Кондиционеры здесь, если и есть, то они плохо работают. Здесь довольно жарко. Люди все едят свои сосиски. Кругом пахнет. Такая себе атмосферка. Мы купили с Кириллом себе бизнес-класс за $25, да, за человека вроде он стоит. Паром будет идти 2 часа. Посмотрим, что из себя представляет бизнес-класс. В пути уже сегодня целый день, потому что мы выехали не просто из Себу, мы выехали из Ослаба. Мы до этого были в Ослабе. Мы ехали около 4 часов, наверное, до Себу. Там нам нужно было сдать арендованный автомобиль, который мы взяли в аренду. Сейчас нам еще ехать 2 часа на пароме. Мы приезжаем не на само Панглау, на Тагибларан. Эта деревушка называется, если я не ошибаюсь в произношении. И уже оттуда нам еще нужно будет ехать до нашего гестхауса, наших апартаментов, где мы остановились. Это еще, наверное, часа полтора, не знаю, сколько это времени займет. Так что мы уже немного замучены. Мы заселились в наш домик, который мы арендовали, точнее, это секция. Здесь их всего 3 секции. Здесь очень мило. Вот такая у нас территория. Здесь вот у нас общая кухня. Здесь у нас такой бассейн. Вот здесь раз секция. И вот здесь всего 2 секции. Там общая лаунж-зона. Здесь общая кухня. Ну вот, то есть вот там ты готовишь, тут и обедаешь. Первым делом мы арендовали байк. Стоил 400 филиппинских песо в сутки. Это примерно $7. Залог не просили и даже доставили бесплатно прямо к нашей вилле. Контакты, где арендовали байк, оставлю у себя на канале в Телеграм. Там вообще много полезных локаций из мест, где я бываю, подробные рассказы, стоимость и просто мои мысли и чувства. Обязательно подписывайтесь, у меня один из лучших телеграм-каналов кочевника. Взяв байк, мы решили немного прокатиться по острову, посмотреть пляжи, да и вообще, что тут есть. Мы решили посмотреть один уединенный пляж. Есть 2 пути к этому пляжу. Один путь через какой-то там резорт, через отель, и они взимают плату, если я не ошибаюсь, 100 песо с человека, но мы там не были. И есть еще один путь, который проходит через такую сомнительного вида дорогу. Ее особо тут даже нет. Здесь вот стоят байки, а дальше нужно идти пешком. В общем, не уверена, куда там ведет эта дорога и ведет ли она куда-то. Но решили попробовать, потому что тут, в принципе, стоят байки, тут стоят машины. И такое ощущение, что они как раз таки стоят, чтобы дальше чуть-чуть спуститься и пройти до этого пляжа. Пойдемте проверим. Здесь есть какой-то указатель, что вот здесь пляж, вот резорт. Здесь какая-то стрёмненькая территория, что-то жгут, свинья вон чешется, смотрите, там чей-то ужин. Hello! Очень милые детишки, очень милые филиппинцы. Я не знаю, наверное, это чей-то дом. Кирилл, как думаешь? Вау, какая красота! Что-то как-то стрёмно. Водоросли, лодки стоят в больших количествах. Ну, такое себе, не знаю. Ну, пойдемте пройдемся. Там, может, подальше получше пляж будет вдоль береговой линии. Здесь началась уже более благоустроенная территория, конкретно именно пляжа, и видно, что вот там уже отель, что там у них лежаки различные, все такое. Но это не отменяет того факта, что сам пляж, ну, вообще не вау. Ну, прям, также тут куча бездомных собак, куча вот этих водорослей и всякого бытового мусора. Что скажешь, Кирилл? Тоже не понравилось? Смотрите, что нашла. Патрик. Морскую звезду. Офигеть. Миллиард собак. Бля. Вид, что все в порядке. Ну да. Смотрите.
Капец. Ладно, пошли в другую. Мы еще немного прошлись по пляжу в другую сторону, затем съездили на главный пляж Шалона. Ни один из увиденных пляжей на Панглау мне не понравился. Везде было много водорослей, мусора и стаи бездомных собак. Особенно на контрасте после других пляжей, которые мы видели на Филиппинах. Посмотрев на закат, мы отправились в нашу приятную виллу, чтобы на следующий день отправиться осматривать остров Бохоль. Итак, мы доехали до первой локации. Это первое, что у нас будет, это Долгопяты. Если ехать примерно с аэропорта Панглау до этой локации, на байке мы ехали где-то минут 30, наверное. Доехали прям быстро, дорога везде хорошая, вообще на Филиппинах классная, все асфальтировано, хорошая дорога. Вот, идем смотреть Долгопятиков. Как думаете, почему я так тихо разговаривала? Все потому, что долгопятики или терсерьеры – ночные животные, которые днем спят и тревожить их нельзя. Филиппинские долгопяты – одни из самых маленьких приматов в мире. Их размер составляет всего 10-15 сантиметров в длину, а вес около 100-150 граммов. У них огромные глаза, диаметр которых до 16 миллиметров, что почти равно размеру их мозга. Такие большие глаза позволяют долгопятам отлично видеть в темноте, ведь они ведут ночной образ жизни. Долгопяты – ночные хищники. Они питаются в основном насекомыми, хотя иногда могут ловить мелких позвоночных, таких как птицы или ящерицы. Эти приматы ведут уединенный образ жизни и предпочитают скрываться в густой листве деревьев. Долгопяты занимают особое место в филиппинской культуре и фольклоре. Местные жители считают их символом удачи, и они часто упоминаются в различных легендах и мифах. Смотрели на долгопятиков, такие они миленькие. Я, если честно, думала, что они гораздо больше, а они прям крошечные. Вот на фотографиях, на видео, из-за того, что мы их приближаем, из-за того, что зум, кажется, что они больше, чем есть на самом деле. Они просто супер крохотные, очень маленькие. Ну а сейчас едем на следующую локацию. Вообще остров Бохоль мне очень нравится здесь. Он такой одновременно все в асфальте, очень удобно перемещаться. И в то же время здесь все в джунглях, в таких пальмочках, очень красиво, прикольно. Заблудились, построили отметку не до тех шоколадных холмов. Если вы сюда поедете, чтобы вы понимали, здесь все в шоколадных холмах и много отметок на карте. То есть, здесь, условно, кто-то ехал, увидел гору, вот эту шоколадные холмы, сфоткал и поставил в картах отметки, что шоколадный холм. И да, это шоколадный холм, но есть отдельная туристическая площадка, есть смотровая, ну вообще туристическая зона. Так вот, она находится совсем в другой стороне и на другой дороге. Так что мы сейчас исследуем незапланированно весь остров Бохоль, смотрим на местные деревушки и на нетуристические шоколадные холмы. А по пути едем к туристическим шоколадным холмам. Зато красиво. Ну вот ехали по каким-то безлюдным тропам, и вот шоколадные холмы. Есть вероятность, что заблудиться тут даже будет лучше, чем приехать к туристической точке, потому что смотрите, как близко можно посмотреть на эти шоколадные холмы. Не прошло и 5 лет, и мы все-таки добрались до нужной локации. Здесь большая парковка, где вы оставляете байк свой, ну либо автомобиль, смотря на чем вы приедете. Билет стоит 50 песо за ребенка и 100 песо за взрослого. И как я поняла, здесь еще бесплатный шаттл они предоставляют, чтобы наверх подняться, то есть не пешком идти. Шоколадные холмы – природное чудо Филиппин, о происхождении которых до сих пор идут споры и есть несколько версий от ученых. Одна из них заключается в том, что когда-то часть острова Бохоль находилась под водой. Затем произошло падение уровня воды, и со временем под воздействием дождей, ветра и других природных факторов известняковые образования подверглись эрозии, что и привело к формированию холмов. Есть и романтическая легенда, в которой говорится, что холмы – это застывшие слезы гиганта по
имени Аро, который влюбился в местную девушку, но был отвергнут. Горе гиганта было настолько велико, что его слезы превратились в каменные холмы. Название связано с внешним видом холмов. Во время сухого сезона трава, которая их покрывает, выгорает и приобретает характерный коричневый цвет, напоминающий цвет шоколада. Шоколадные холмы – это действительно уникальное геологическое образование, но как развлечение на 5 минут. Не могу сказать, что я была впечатлена от увиденного, но если будете на Панглау, то съездить сюда стоит, хотя бы даже ради того, чтобы прокатиться на байке по Бохолю. Мне этот остров понравился намного больше, чем Панглау. Мы сейчас ехали на байке, нашли тут неподалеку кафешку, точнее подалеку довольно-таки, уже где-то в 30 минутах в обратную сторону дома. И ехали, и здесь вот такая река, очень живописно, очень красиво. И на этой реке есть речные круизы, вот там вот как раз лодка плывет. Стоит это, если я не ошибаюсь, то ли 700 песо с человека, то ли 1000 песо с человека, но туда входит еще и обед. Сегодня мы уже этим заниматься не будем, не знаю, будем ли вообще, но если вдруг захотите, то вот с этой реки открываются потрясающие виды, вы будете по реке плыть и видеть джунгли. Очень красиво, очень живописно, с реки виды открываются, конечно, потрясающие на эти джунгли. Я вообще себя сегодня ощущаю как в фильме Discovery какого-нибудь или журналистом из National Geographic. Природа тут вообще обалденная. Оставшееся время на Панглау мы просто отдыхали у себя на вилле. Это именно то, что нам нужно было после безумного трипа по Филиппинам. Да и сам остров Панглау мне особо не понравился, и желания там гулять не возникло. Почему не понравилось? Возможно, из-за контраста с другими островами. Когда мы там были, пляжи были в очень плохом состоянии, много водорослей, бытового мусора, стаи бездомных собак, да и не только на пляже. При этом очень много пакетных туристов. В общем, на мой взгляд, слишком туристически, слишком грязно, слишком мало дикой природы, еще не полноценный город, но уже и не уютная деревушка. Поэтому, поработав и как следует отдохнув, мы отправились готовиться к отлету с Филиппин. Сперва наш путь лежал на маленький островок Мактан, где находится международный аэропорт Себу. На острове мы забронировали на 1 ночь отель перед вылетом, и нам нужно было купить чемодан, так как наш упал и весь развалился. Чтобы купить чемодан на Филиппинах, нужно пройти все круги ада. Мы пришли, как он, Гайсана Гранд, да, называется? Во-первых, здесь не работает нифига кондиционеры. Во-вторых, здесь не работают эскалаторы. Но это все фигня на самом деле. Мы нашли чемодан. Чемоданы здесь дорого стоят и не очень качественные. Гораздо хуже, чем во Вьетнаме. Вот. Но так как наш уже все развалился, пришлось брать. Нашли чемодан. Сколько он стоит? 2800, да? 2900 песо. Заплатили. Это было что-то так долго. Мы их спрашиваем, можно заплатить MyPay QR-кодом, сканом? Сказали, что нельзя. Вот мы оплатили, они распечатали чек. Мы на этом чеке расписались. После этого они распечатали другой чек, какой-то особенный, отдали другому челу, и этот чел шел к охраннику. Я не знаю, что они там делали, но после того, как он вернулся, нам выдали какую-то бумагу, да? Нам выдали дополнительный чек с какой-то бумагой, с которой мы можем выйти наконец-таки из торгового центра, и нас не арестуют. Разобравшись с чемоданом, на следующий день мы вылетели из аэропорта Себу в Манилу. Кстати, если еще не смотрели мой выпуск из Манилы, то обязательно посмотрите. Он вышел очень интересным. Пришло время уезжать нам с Филиппин и из Манилы в том числе. Сейчас утро, мы сейчас уже все собрали, все вещи, сейчас будем вызывать такси и ехать в аэропорт Манилы. Сейчас мы летим в Сингапур, но выпуска из Сингапура у меня не будет. У нас там пересадка, она всего лишь 1 сутки. У меня есть выпуск из Сингапура, мы были уже там в прошлом году, останавливались там на 4 дня. И я подробно писала еще много у себя на канале в Телеграм. Поэтому обязательно, кстати, подписывайтесь на канал в Телеграм. Там я бываю чаще, там можно поболтать со мной, там можно поболтать с другими моими читателями, которые комментируют, у нас там чат, в общем,
обязательно подписывайтесь туда. Так вот, в Сингапуре у нас будет просто пересадка. Я очень сильно люблю Сингапур и всегда с большой радостью туда возвращаюсь и буду возвращаться. Мы сегодня впервые, кстати, полетим с сингапурскими авиалиниями. У себя на канале в Telegram я сделаю обзор этих авиалиний. В 2023 году сингапурские авиалинии были признаны лучшими авиалиниями мира. И мне очень интересно посмотреть, что там будет. Также у нас есть проходки в бизнес-зал. И мне очень интересно посмотреть бизнес-зал, какой будет в Маниле и какой будет в Сингапуре, когда мы будем улетать уже из Сингапура завтра. Поэтому все эти обзоры я обязательно выложу у себя на канале в Telegram. Обязательно туда подписывайтесь. Это все будет там. Отдельных выпусков, конечно, у меня не будет. Спасибо, что посмотрели мои выпуски по Филиппинам. Я надеюсь, что вам было интересно, что они вам понравились. Их было несколько. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся в новых сериях.